Когда над городом уже опускались густые вечерние сумерки, и последние лучи солнца едва подсвечивали крыши домов, на окраине, среди старых деревянных построек, начинало происходить нечто, что вскоре потрясет весь район. Дом Морозовых, большой, теплый, с покрашенными голубыми наличниками, стоял там уже почти 30 лет. Семья любила этот дом, каждую его деталь, каждый скрип половиц. Но больше всего они любили свою белоснежную кошку Луну, которая жила с ними почти 2 года. Луна была грациозной, тихой и немного пугливой. Она обожала спать на подоконнике, наблюдать за птицами и мурлыкать, когда хозяйка чесала ей шею. Но в этот вечер все изменилось за считанные минуты. Морозовы собирались уезжать к родственникам. Чемоданы были уже у двери, в коридоре лежали теплые куртки, а Луна исследовала свою переноску, куда ее собирались посадить. Однако хозяйка решила еще раз взять ее на руки, прижать к себе, погладить и только потом закрывать переноску. Луна мягко замурлыкала, но стоило хозяйке повернуться к столу, кошка выскользнула из рук и убежала в спальню. «Ну что же ты, непослушная?» — улыбнулась хозяйка и пошла следом. Но в этот момент в доме что-то резко хлопнуло. В коридоре вспыхнуло яркое, неестественно оранжевое свечение. Муж сразу понял — пожар. Он бросился в коридор и увидел, что по стене стремительно ползет пламя. Сухое дерево вспыхивало, как порох. Горячий воздух ударил ему в лицо, и он инстинктивно отпрянул назад. «Выйти! Быстро!» — закричал он жене. Та подбежала к коридору, но дым был уже слишком густым. «Луна! Я должна ее взять!» Голос ее сорвался. «Нет времени!» — прокричал муж, схватив ее за руку. «Живыми не выберемся, если останемся!» Они бросились к входной двери и буквально вылетели наружу, едва не упав на ступеньки. Хозяева кашляли, плакали, пытались отдышаться, но едва они оглянулись на свой дом, сердце женщины сжалось. За окном спальни, где пряталась Луна, начало пробиваться пламя. «Луна!» Ее крик прорезал воздух. Муж достал телефон и позвонил пожарным, пытаясь сохранить хоть какое-то самообладание, хотя руки у него тряслись настолько, что он едва попадал по кнопкам. Когда он сообщил адрес и сказал, что внутри животное, оператор ответил, что машина уже выехала. Но время тянулось мучительно медленно. Дым поднимался все выше. Огонь начал выбивать стекла. Соседи выбегали из домов. Кто-то пытался помочь ведрами с водой, но это было бессмысленно. Огонь был слишком сильным. Хозяйка стояла почти без сил. Ее удерживал только муж, а она повторяла: «Она там. Она одна. Она боится». Луна в этот момент действительно переживала ужас. Сначала Луна сидела под кроватью, как обычно делала, когда слышала громкие звуки. Но очень скоро она почувствовала едкий запах, который щипал нос. В комнате стало жарко. С потолка осыпалась мелкая пыль и копоть. Луна чихнула, потом еще раз, а затем услышала треск. Она выскочила из-под кровати и попыталась подбежать к двери, но коридор уже был охвачен огнем. В ужасе кошка метнулась обратно и спряталась за старым комодом. Ее дыхание стало сбивчивым, глаза слезились от дыма, шерсть трепетала. Она мяукала, звала, но ее голос тонул в огненном грохоте. И тогда послышался звук, который стал самым важным — сирена пожарной машины. Пожарные прибыли, как всегда, быстро и с четкой, выверенной работой. Они спрыгнули с машины, разматывая рукава, надели маски, проверили оборудование. Командир отряда, высокий мужчина с суровым лицом, оценил ситуацию. «Дом старый, огонь распространяется быстро. Входим только в том случае, если есть шанс». «Там кошка!» — закричала хозяйка. «Пожалуйста, пожалуйста! Она там одна, она не выберется!» В глазах командира мелькнуло что-то человеческое, теплое. Он повернулся к двум пожарным. «Берете маски, фонари. 5 минут. Не больше. Потом дом может обрушиться». Они кивнули. Двое пожарных направили воду на вход, пытаясь пробить проход. Пламя шипело, обдавая их жаром, но они держали струю уверенно, сбивая огонь хотя бы частично. Еще двое бросились внутрь. Воздух в доме был густым, горячим, словно входишь в печь. Каждый вдох через маску давался тяжело, а снаружи слышался грохот падающих досок. Фонари вырезали из дыма узкие коридоры света, но видимость была почти нулевая.
«Осматриваем комнаты!» — крикнул один из пожарных. Они двигались низко к полу, потому что только там можно было дышать хоть немного лучше. Стены трещали, потолок жалобно стонал. Пламя стремилось к ним, словно пытаясь вытолкнуть обратно. И вдруг звук. Слабый, едва различимый, но явно. Мяуканье. «В той комнате!» — сказал пожарный, показывая направо. Там, где раньше была спальня, теперь бушевал огонь. Войти через дверь было невозможно. Огонь вздымался до потолка. Тогда пожарные приняли быстрое решение. Они выбили окно снаружи и пролезли внутрь. Комната была почти полностью заволокла дымом. От стен поднимались языки пламени. Пожарный упал на колени и посветил фонарем под комод. И он увидел свернувшийся в комочек, дрожащий, едва дышащий клубок белой шерсти. Луна была напугана до паралича. Она не понимала, кто приближается, и попыталась пошипеть, но получилось лишь жалкое сипение. Пожарный осторожно протянул руку, но комод был тяжелым, и доступ был почти невозможен. Тогда он уперся плечом в его бок и попытался сдвинуть. Доски скрипели, некоторые уже были обуглены, но пожарный давил сильнее. И, наконец, пространство открылось. Он схватил Луну, прижал к себе под огнестойкий плащ и закричал: «Уходим!» В этот момент потолок начал оседать. Огромный горячий кусок балки сорвался и рухнул туда, где секунду назад стояли пожарные. Они едва успели выскочить через окно, один из них даже упал на землю, но тут же поднялся, все еще защищая кошку. Хозяйка, увидев Луну на руках пожарного, издала крик, который невозможно забыть. Крик облегчения, боли, счастья и отчаяния одновременно. «Она жива!» Пожарный, тяжело дыша, передал ей кошку. Дышит слабо, но жить будет. Женщина обняла Луну, прижала к груди, окутала своей курткой, словно боялась снова потерять. Луна тихо мяукнула, хрипло, еле слышно, но достаточно, чтобы хозяева разрыдались. Пожарные продолжали работать еще долго. Огня было слишком много. Дом горел, как факел. Ветер усиливал пламя, стены рушились одна за другой. Но, несмотря на все, пожарные не отходили, пока угли не превратились в темно-красные точки под серой коркой пепла. Когда пожар наконец угас, от дома остались лишь остовы стен, перекрученные обломки мебели и тяжелый запах жженого дерева. Хозяйка сидела в машине, продолжая держать Луну на руках. Кошка лежала спокойно, полузакрыв глаза. Ее грудь едва заметно поднималась. Она была измотана, но жива. Муж смотрел на свой разрушенный дом, на останки прошлого, но затем перевел взгляд на жену и Луну и понял, что самое главное уцелело. Пожарный командир подошел к ним, сняв каску. Лицо у него было усталое и покрыто копотью. «Вы молодцы, что сразу выбежали. Дом горел бы быстрее, если бы вы задержались еще минуту». «Спасибо», — прошептал муж. «Спасибо, что спасли ее». Командир слегка улыбнулся. «Ради таких спасений мы и рискуем». Когда семья переехала временно к родственникам, Луна первые несколько дней почти не отходила от хозяйки. Она вздрагивала от любого резкого звука, особенно если кто-то зажигал газовую плиту или включал духовку. Но хозяйка каждый раз брала ее на руки, гладила и нашептывала: «Все хорошо, малышка. Мы рядом. Ты в безопасности». Постепенно Луна успокоилась. Шерсть снова стала мягкой, глаза яркими. Она начала осваивать новый дом, осторожно исследуя каждый угол. Но иногда вечером она ходила к окну и долго смотрела в сторону старого дома. Будто вспоминала. Однажды они всей семьей пришли к месту, где когда-то стоял их дом. Луна была на руках у хозяйки. На месте дома были лишь обугленные остатки стен, покосившийся металлический каркас печи и искореженные гвозди, торчащие из земли. Женщина тихо погладила Луну и сказала: «Мы все построим заново, слышишь? Ты с нами, и этого достаточно». И Луна, будто понимая слова, тихо мурлыкнула. Соседи потом еще долго рассказывали всем историю о том, как пожарные спасли маленькую белую кошку из огня. Для кого-то это была просто история. Для кого-то пример храбрости пожарных. Но для Морозовых и для Луны это было нечто большее. Это было напоминание о цене любви, о силе надежды и о том, что даже среди огня, дыма и разрушения всегда может оказаться кто-то, кто протянет руку и спасет.